Всем привет! Новая серия, но сначала верну шланг на место. Пришел, у меня тут идея появилась рассказать вам о своем расписании и как я успеваю выделить время на свое хобби. Сейчас машины проедут. Так вот, я сегодня пришел, поставил, начал что-то рассказывать, а суть в том, что сегодня понедельник, а обычно мой понедельник выглядит совсем по-другому. В 7:30 утра я просыпаюсь и делаю кофе. Потом я везу детей в школу. После школы я заезжаю в Сальтибанки, моя цирковая школа, которую нужно пылесосить, убирать и готовить на занятия на неделю. То есть на понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу. Пусть тренируется то, что не умеет. Я сегодня пришел, главное, понедельник, начал что-то тут делать. Потом мне звонит жена, говорит, а что, сегодня Стелла не придет на тренировку? Так вот, расписание. 7:30 кофе очень много пью. Школа, дети, завез. В Сальтибанке приехал, пропылесосил, убрался. После Сальтибанки у меня есть примерно 3 часа, поэтому и прицепилась. Пришел, но на место еще не поставил. Что я прибежал в понедельник на прошлой неделе в гараж, достал свой дифференциал. Вот так выглядит 32-летняя ржавчина. А вообще-то это дифференциал. И начал его шоркать, чистить. Пыль, грязь, ржавчина, говно. Понял, что отверткой я толком ничего не вычищу. Я все-таки решил показать, какими лохмотьями отваливается вся эта грязь. Его нужно пескоструить, поэтому пришлось подготовить пескоструйную комнату свою. Что я туда сложил всякие железяки. Застелил все, подготовил, чтобы можно было пескоструить. Это будет долго. Как я его буду отверткой и щеточкой чухать. У меня очень часто звонит будильник, потому что все расписано поминутно. Сейчас я лучше сделаю вот так. Все еще не готово. Я буду его чухать, а для вас это сейчас будет быстро. Вот так. Красиво получилось, вообще мне нравится. Надо переодеться и что-нибудь сделать. Будильник прозвонил, сел в машину, поехал за детьми в школу. Забрал своих 2 детей, старшую и младшую. Плюс еще одного ребенка подвез к тренировке. Пристегнулись, дети? Да. Со школы заехал, оставил старшую дочку на занятия русскому языку, по русскому языку, чтобы они умели читать и писать. Отвез младшую дочку на занятия. Занятие у младшей дочки всего лишь час, поэтому забежал в гараж, почистил отверткой, что-нибудь еще сделал. Время пришло, будильник прозвонил, побежал, забрал старшую дочку с русского языка, выпил кофе, отвел старшую на тренировку, младшую завел на занятия русским языком. У старшей тренировка 1,5 часа, то есть у меня есть больше времени на гараж. Пока старшая тренируется, младшая занимается русским языком, я забежал в гараж. Пришел. И Поставил. что-нибудь еще поставил на место. Когда дети оттренировались, я их забираю, еду домой. Ужин, спать. Вот и прошел понедельник. A few moments later. Тачанку сделал, чтобы катать свой подрамник тяжелый. Вторник еще интересней. 7:30 кофе. Дети, школа. В Сальтибанке пылесосить не надо, значит у меня есть больше времени в гараже. Пришел в гараж. Вторник. Взял свой дифференциал на прошлой неделе во вторник. Засунул в пескоструй. Отпесочил примерно 2 часа. Подготовил на следующий день песок, все остальное, чтобы тоже можно было прийти отпескоструить. В 2 часа будильник прозвонил, в машину прыгнул, доехал домой, потому что я весь грязный, как собака после этого пескоструя. Пока душ отмылся от этого песка, детей со школы забрал. Ты моя сопилка. Нет, она не запитка. 40 минут еду в другой город, Хавия называется. Хорошо, что ты на барабане не играешь. А тут я барабан с собой возил. У меня там дети занимаются гимнастикой. Дети тренируются, я монтирую видео. А я собираю дифференциал. Скоро он встанет на место. Дети в Хаве тренировались, поехал обратно. Приехал домой, приготовил детям поесть.
душ, зубы чистить и спать. Вот и вторник закончился. Одел сегодня в белое. Вот я ненормальный. A few moments later. Среда мой рабочий день, то есть я преподаю занятия. Опять 7:30 проснулся, кофе, бум. Кофе много пью, повторюсь, наверное, 3-4 чашки, это стабильно. Детей в школу отвез, в гараж приехал, у меня времени есть до 3 часов. Пришел еще раз, после песка, после 2 дней остаются вот такие штуки. Чугун почти не пескоструится, я его опять почухал, потер и опять иду пескостроить. Забежал к родителям, отмылся от песочницы, выпил кофе и поехал на работу. В среду у меня 3 занятия, 4,5 часа получается. Первое занятие, второе занятие, третье занятие. Домой приехал, первый раз поел. Ем я вообще 1 раз в день, на ночь или ночью. Вот и среда закончилась. A few moments later. Тут наступает четверг. Пришел, четверг наступил, а дифференциал еще не готов. Там остался кусочек. 7:30. Кофе. Тут остался кусочек. Но думаю, сегодня я или завтра его добью. Дети, школа. Забежал в гараж. Отпескоструил еще 1,5 или 2 часа. К родителям. Зашел кофе, выпил, отмылся от пескоструя. И на работу. 4 занятия. До 10:30 ночи. Четверг без Редбуля никак. A few moments later. Тут уже и пятница наступила. Но можно в пятницу немножко выспаться, потому что обычно жена возит детей в пятницу в школу. Я могу поспать до 9. А потом по старой схеме. Самокат, кофе, гараж. Допескоструил. Пришел, допескоструил свой дифференциал. Надо его быстро вскрывать, потому что Почти реально готово. чугун окисливается моментально. Допесочил наконец-то. Вскрыл бруноксом. Сейчас на 2 слой вскрою и уйду. Все. Ну а в пятницу после гаража, опять же, нужно было после этого песка отмыться, потому что это все нужно организовать. Я же не буду ходить чумазый, развозить детей. И после 3 часов забираю опять детей, опять еду в Хамию. Мой любимый поворот, подожди. Тихо. Класс. Дети опять тренируются, я или разговариваю со своими друзьями, на которых у меня тоже нету времени, или сижу, монтирую видео для вас. Как-то так быстро. Сейчас отвороню еще 3 болта, прикручу еще 1 крепление, и это можно будет ставить на место. Еще 2 осталось. Еще 1 готов. Ну а теперь вот это. И все на клей сидит. Там последний. Можно ставить на место. Он не легкий. И как тебя там поднять? А тут я не могу поднять. Ладно, пока на этом повисит. Будильник звонит. Значит, надо убегать. А я не хочу. Не получится сегодня поставить его на место. Время закончилось. Надо уходить. Еще не на месте. A few moments later. Пришел. Какой он красивый, а? $90 ньютонов. И этот 90 ньютонов.
moments later. После такой насыщенной недели, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, наступают выходные. В выходные обычно люди отдыхают. А я в выходные продолжаю дальше, как это сказать, не плохим словом, продолжаю бегать в колесе, как белка. Так вот, пришел, поставил дифференциал на место, и начались выходные, то есть суббота. Обычно в субботу я прихожу и записываю новую серию. Но суббота, опять же, начинается рано утром с кофе. Я везу детей опять в Хавию. И так каждую неделю, 4 раза в неделю. Им нужно быть на тренировке в 10 утра. То есть выезжаем мы в 9 утра. Возвращаюсь Пришел, с Хави и покрасил уже 4-м слоем. привожу детей в Хавию. Почти готов. Возвращаюсь домой. Примерно в 11 я дома. Жена запирает в 2 часа детей с Хави. То есть у меня есть суббота для того, чтобы прийти и заниматься автомобилем. 46. Что дальше было? Что дальше было? Мне Я самому забыл, что интересно. интересно. А дальше... Это единственный день, когда у меня есть, по идее, больше времени, если звезды не встанут раком и не появится что-нибудь еще, чем нужно заняться. Поэтому обычно в субботу я записываю серию. Все. Вся суббота, что ли? Быстрая у тебя? А то. Так у тебя столько времени, оказывается, в субботу. А в воскресенье время смотреть Формулу-1. А вот эту штучку я еще, наверное, сделал года 1,5 назад. Я реально отдыхаю, когда вот это... Ну, когда все готово, у тебя уже все ошкурено, только поставить и прикрутить, то, конечно. Нет, так это реально удовольствие. Да. А насос-то фирмы Каяба. Рулевая рейка тоже фирмы Каяба. Ну все, на месте. А теперь вот это поставим на место. Красота! Так, что со временем? Я, наверное, побежал. О, 3-4 минутки. И Коля убежал. Да, все. A few moments later. Воскресенье для того, чтобы отдыхать. Покататься с детьми на роликах. Еще куда-нибудь сходить. Заняться чем-нибудь другим. Поэтому пришел, поставил и ушел. Это нужно прикрутить, это нужно прикрутить. Сальники едут, наконечник рулевой едут. Один наконечник стабилизатора купил, второй наконечник стабилизатора едет. Купил только один, думал, заказал 2. Осталось сделать сломанное крепление. У меня здесь одно сломанное крепление, второе сломанное крепление, третье сломанное крепление. Для этого я купил винтовые заклепки. То есть это нужно срезать, просверлить там дырку, вставить туда винтовую заклепку и на эту винтовую заклепку сделать сюда крепление. Это крепление для тросиков ручника. Тоже так же нужно спилить, обработать, чтобы не ржавела заклепка крепления. Там тоже.